Итак, приветствую вас на своем канале, и в этом видео будем делать ремонт, или можно сказать электроремонт, или как тут лучше назвать, Passat B3. Вот кому знакома панелька, это все Passat B3. Смысл нашего ремонта: накрылся наш центральный замок, который открывается с помощью сигнализации, вот такого брелка. Так, возьмем, проверим. Вот видно здесь, что вот открывается, а здесь нифига не открывается. Ну, мы, конечно же, уже нашли причину данной поломки, а причина кроется здесь. Вот она. Сейчас переключу я фонарик, наверное, лучше так. Вот, короче, наша вся причина. И вот наш динамик тюнингованный, уже не мной, а предыдущим хозяином, тоже, оказывается, уже не работает, так как вот идут провода. Вот это и шли провода, походу, на динамик. А вот эти уже провода и шли на центральный замок. Ну, провода, конечно же, некачественные. Качественных я и сам не имею. Но попробую заменить поломку проводов вот такими проводами. Вот этот как бы специальный на звук, а вот этот уже возьмем не специальный, но такой мощный на центральный замок. Вот такие у нас будут провода. Все это попробуем сделать красиво, потому что, видите, здесь совсем было некрасиво. Попробуем это все дело спрятать. Желательно, чтобы такие провода были, что крутятся, мягкие, эластичные, как их там лучше назвать. Но у меня, увы, таких нет. Искать долго как-то не хочется. Машина у меня постоянно на ходу. Что нашел? Нашел здесь сегодня причину. И сегодня хочу ее устранить. Потому что ехать искать провода за 30 километров как-то совсем не хочется в город. Итак, погнали. Итак, начнем разбирать нашу карту. Дальше. Опа. В сторонку. Здесь все снимаем. Вроде бы надо откручивать. Как всегда, что-то мешает. Да что ж он там, скотч, что ли, кручен? Рукоятка снята. Опа. Все на место, чтобы потом болтики не искать. А как это снимается часть? Все просто, оказывается. Так, эта часть у нас остается. Дальше. Здесь вот со стороны нам нужно крутить. Опа. Нет, да и шурупа. Можно было бы взять шуруповерт. Ну да ладно. Кстати, не мой гараж. У меня все лежит отдельности. Лень еще сносить. Я уже откручу отверткой. Так, здесь у нас 3 тоже, да. 3 шурупа. А мне казалось 2. Но нет. Их 3. Их 3. И вот последний. Последний самый сложный оказался. Итак, дальше у нас. Это у нас почему-то вот так вот просто снялось. Хотя ее можно было и не снимать, по-моему. Дальше будем пробовать как-то уже и снимать. Вот она, так вот. Вот в чем. Это же не Jetta. Видите, Passat. Я, даже забыл, почему
по этой части у меня не слазит. А вот она дальше прикручена. Вот с таких вот половинок все состоит. А я как-то перепутал. Забыл, да. Давно уже снимал. Ну ничего страшного. Открутим здесь. Так, открутил я эту часть. Достаем. Можно тянуть вот так вот с проводами. Еще вышло. Аккуратно. Почти. Моторчик вот у нас прикручен. Все уже ржавенько. Здесь прикручен у нас моторчик. Больше здесь не может ничего прикрученным быть. Так, где нам его найти? Вот мы его будем искать. Специальный отдел для динамика. Карты есть другие, разные есть в пассатах. Здесь кто-то самоделку лупанул, а есть карты, если я не ошибаюсь. Кстати, поправляйте меня, что в комментариях. Есть, по-моему, карты, где уже встроенный заводской динамик здесь. Ну, здесь это самоделка какая-то там страшная, но не выбрасывать же. Тогда получится вообще дырка. Вот наш идет провод. Видите, тут все загнило, все отвалилось. Наверное, я к мотору не полезу самому. А нет, полезу. Тут тоже все страшно сделано. Вот наш мотор. Итак, наш мотор. Подключение, вернее, к мотору. Ну, хорошо, лучше. Проще, наверное, откусить и по-новому сделать будет. Это все мусор. Это все мусор. Так, здесь мы можем заголить. Изоляцию снимаем. О, провода здесь надежные. Горелики. Горелики. Что мы сделаем с динамиком? Тоже обрежем. Это вот наша лишняя. Обрежем мы до сюда. Тюнинг тут да, серьезный. А там, по-моему, вообще спайка. Или скрутка. Не спайка. Да, изолируем сразу же. Тут здесь провода повеселее. Всем это дело будем спаивать. Если кто-то не хочет или не может спаять, нету паяльника, то покажу, как скрутить правильно, без спайки. Я не профессионал. Так, все, у нас здесь подготовлены провода от динамиков. И здесь провода тоже у нас подготовлены от самого замка центрального. Осталось нам здесь подготовить, и можно врезаться. Так, здесь мы открутили шуруп, здесь открутим шуруп. Что не будет видно, уж извините. Так, это мы сняли. Ну, в принципе, все доступно. Мы здесь, да, уже будем делать врезку. Вот это мы все нам нужно достать. Лишнее откусить. Это все вон. Это все вон. Вот это у нас идут вот на динамики. Вот наши динамики. Мы их обрежем ровно, чтобы было все. Даже, может, вот так вот обрежем ровно, чтобы они нам не мешали. И этот у нас идет, да, можно где-то вот здесь даже отрезать. Отрезать лишнее. Сделаем зачистку вот изоляции. Все, провода у нас здесь зачищены, здесь зачищены, и там тоже зачищены.
Так, осталось нам сделать врезку. Врезку. С чего начать-то? Начну я, наверное, с динамиков. Так, вот здесь у нас будет достаточно. Это мы сделаем побольше. Для чего побольше? Чтобы можно было использовать термоизоляцию. 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 Вот такой кусок мы отрубим. Хотя можно его вдвойне сложить. Вот так. А потом так. Вот у нас термоизоляция готова. Паяльник, самое главное забыл, паяльник. Кстати, вот такой паяльник. Вот. С регулировкой. Вот такой паяльничек я заказывал на AliExpress. Клевая вещь. Можно регулировать температуру. Жало меняются. Все очень круто. И недорогой. Нужно сразу же термоизоляцию одеть. И дальше нашу термоизоляцию нам нужно сюда одеть. Но уже, наверное, потолще надо взять сюда термоизоляцию. Здесь возьмем потолще и побольше. И оденем его на этот конец. Он должно, по идее, стянуть. Так, вот как сделаем скруточку. Так услаживаем крест-накрест. И погнали крутить по кругу. Накрутили одну сторону, сейчас скручиваем другую сторону. Вот эта скрутка, видите, как она получается ровная и красивая. Вот это будет надежная скрутка. Даже можно ее использовать без пайки. Надел вот термоизоляцию, можно уже нагрел, чтобы она стянулась, и все дела. Но я еще спаяю. Возьму китайский флюс. Флюс, удалась ты. Не хочет вылазить китаец. Так. Припой наш. Ух ты. За много взял. Упал на коврик. Да. Паяльщики от Бога. Уже хейтеры задушат меня сейчас. Если увидят, конечно. Вот все. Спаяли. Надели термоизоляцию. Где наша джига? Джига, вот это факел. Но зато, вот, все. Согрела с двух сторон. Согрела с двух сторон. Все отлично. Дальше такую же самую скруточку делаем. Здесь можно немножко откусить, так как уже за много. Здесь проводов. А у нас всего лишь идет подключение динамиков. Так что сильной скрутки нам здесь не надо. Скрутили, скрутили. Флюсом китайским капнули. Подобрали олово с резинового коврика. Ну, жалко. Сейчас олово дорогое. Каждая капелька дорогая. Опа. Вот, видите? Капельки нам не хватило все спаять. Дальше нашу изоляцию термо.
Это все, главное машину не сжечь. Все остальное ерунда. Ну и нашу основную изоляцию наверх. Вот. Посмотрим, хватит ее. Вот так вот. Вот, хватило, да. Обжало, все. Красивенько. Все, токи сейчас у нас не пробьет. Так, вынем я эту жесткую резину. Кто-то ее сюда задал. Все это дело мы менять будем, потому что из-за этой жесткости, возможно, переломались наши все провода. Это все вон. Дальше берем наш провод. Попадаем в дырочку. Опаньки. Это там немножко высунется, немножко натяжку сделаем. И все, можно обжигать. Можно обжигать, вопрос чем. Вот зажигалкой. Делаем обжиг. Туда ж он обжигаем. Плюется уже наша зажигалка, уже, наверное, нагрелась. Нельзя столько греть. Вот мы обожгли, короче. И один конец сюда просовываем, чтобы он там свободный был. А другой просовываем сюда в дырочку. В дырочку и выводим к нашему динамику. Ну и вот, короче, как у нас получилось. Вот такая будет скруточка у нас. Ну и здесь у нас это все зафиксируется. Вот наши провода сюда вот спрятались. Это здесь вот скруточка будет. Что-то тут не догрелось. Можно догреть. Все отлично. Так, сделаем здесь скруточку. Из скруточки сделаем так же, как делали на динамик. Не знаю, кто придумал данный метод. Метод реально хороший. Для скруток, самое главное, надежный. Загорел, нас паял. Слишком долго подержал я его на большой температуре. Так, это нам сюда, это сюда. Делаем, поджигаем это дело. Подожгли. Основная наша термоизоляция. Пролазь, не стесняйся. Пролазь. Вот так вот. Можно было подлиннее, видите. Вроде бы не жалел, но за коротенькую чуть-чуть сделал. Ничего страшного. На скорость это влиять не будет. Дальше. Что у нас? Кусок вылезет какой-то. Ну, вот такой кусок пускай вылезет. Даже можно и побольше высунуть, да. Сейчас мы возьмем тоже термоизоляцию. Побольше кусочек. Померяем на глаз. Вот такой достаточно будет. Вот такая изоляция у нас. Кстати, такую же термоизоляцию я покупал на AliExpress, потому что у нас дороже. Нету таких кусков у нас хороших разных. Как-то у нас есть тут, ну, то ли маленькими кусками нарезано, а здесь прям метражами. Бери, короче, сколько хочешь. Главное, плати. Я очень много чего заказываю с Китая. Молодцы китайцы. Все, просовываем мы дальше в дырочку. Вернее, не нам, он должен быть длинным. Ну и вот, короче, смотрите, как получилось.
Вот, два провода. У нас один на динамик, другой на центральный замок. Здесь провод нам мешать не будет. Мы его здесь вот так вот заложим. Все дела, и корпусом прижмется. Все. Вот. Еще будет красота, этого ничего видно не будет. О, наша печка. Уже меняна мной. Кстати, и видео есть. Если кому интересно, посмотрите на моем канале. Еще делаем подготовку. Заголяем провода. И перед тем, как подключать, нам нужно проверить. Подключаем такие вот набросы сделаем. Набросы сделаем такие. Будем думать, что мы угадали с подключением. Итак, нужно проверить. Так, мы подключили на глаз. Так, у нас здесь поднято, и нам нужно при нажатии на кнопки закрытия должно одновременно опуститься этот и этот. Если этот опустится, а этот не опустится, значит меняем провода. Смотрим. Угадали? Здесь опустилось и здесь опустилось. Сейчас нажимаю, поднялось. Угадал. Все, значит берем и просто скручиваем, спаиваем и обжигаем. Так, вот, короче, наша получилась спайка на мотор. На моторчик электро. Еще мы сюда прячем. Еще мы сюда в сам низ ложим, чтобы при опускании стекла не задел наш провод. Итак, остался наш провод на подключение не на динамик. Так, что мы делаем? Есть здесь дверочка, вон там он. Вот она, кто-то там ее сделал. Мы через ее и будем просовывать наш провод. И можно уже заодно и вешать нашу половину карты. Как эта нижняя часть-то называется? Напишите, кто знает. Итак, дальше вот наш провод. Подготовку мне-то не сделали. Все, запаяли. Паять нам больше ничего не надо. Пока. Паять, возможно, будем в следующем видео. Потому что в следующем видео у меня получится, наверное, я уже, если честно, сбился. 3-я или 4-я часть ремонта. Почему не горит дальний и ближний свет фар после того, как заведешь автомобиль. Вот такая у меня проблема. Когда я завожу автомобиль, у меня не загорались дальше дальние и ближние. Сделал выводы, что это все-таки от замка зажигания. И в следующем видео, естественно, буду делать разбор. Если кому интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видеоролики. Ну и ставьте лайки и пишите обязательно комментарии, поправляйте. Вдруг я где-то что-то неправильно говорю или что-то неправильно делаю. Это тоже важно не только для меня, но и для тех, кто будет смотреть дальнейшие видеоролики. Он оговорил. Ладно, делаем дальше работу. Зажигалка остыла. Она загорелась. Не надо, чтобы она горела. Фига себе. Угорелась термоизоляция. Китайская. Китайская, да. В Китае заказывал. Кстати, если надо будет ссылочки, например, на паяльник, на термоизоляцию, там, на какую-нибудь еще там мелочь, которая вас заинтересовала, обязательно пишите в комментариях. Я сброшу те ссылочки. Мне не жалко. Кто-то будет тоже, возможно, пользоваться. И на советы я тоже не жаден. Могу и посоветовать что-нибудь, если, конечно, кто-нибудь что-то напишет. Ну и можно было бы, конечно, туда все засунуть. Короче, я засуну все назад в дырочку, откуда все вылезло. Вот, засовываем, чтобы оно не было здесь наверху. Вот.
Оттюнинговали колхозный тюнинг. Все вроде бы отлично. Здесь у нас красиво. В принципе, я думаю, пора на этом видео заканчивать. Нифига себе ноги отсидел. Дальше повешу ее назад в эту полочку. Сложу назад карту. Соберу все и тогда еще раз проверим. Итак, я напоминаю, что делал ремонт, электроремонт центральных замков на Passat B3 91 года выпуска. И сейчас делаем проверку, правильно я все сделал или нет. Нажимаем на пультик. Еще ближе подойду. Закрылся. Открылся. Все работает. Вот, открылся, все, везде, все отлично. Ну и динамик тут будет рабочий. Не буду я включать эту музыку, чтобы меня там не блокировали на YouTube за тех пару никчемных секунд. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего и пока-пока.